Работников Гомсельмаша свозили в женскую колонию в целях профилактики. Брещанин приехал в Беларусь через комиссию по возвращению и оказался в колонии за оскорбление Лукашенко. Низкая рождаемость и миграция. Пропагандисты Будокошелевского района показали засекреченные данные демографии, а Свислочскую гимназию имени Костуся Калиновского переименовали в честь подпольницы Прасковьи Василенко. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что брещанин приехал в Беларусь через комиссию по возвращению и оказался в колонии за оскорбление Лукашенко. Впервые Игорь Немирович был задержан в мае 2022 года. Его отправили под домашний арест, но он смог покинуть страну. Уже этой осенью брещанин обратился в комиссию по возвращению, но в итоге швед, озаренок и компания решили, что это не доказательство раскаяния. Немировича судили за сторис в Инстаграме. 10 августа 2020 года мужчина разместил там фото с Лукашенко оскорбительного характера и подписью, которую эксперты посчитали негативной оценкой. Как итог, так называемая судья Мария Алиферук назначила Немировичу год колонию общего режима. Низкая рождаемость и миграция. Пропагандисты Будокошелевского района показали засекреченные данные демографии. Уровень смертности в районе стабильно превышает уровень рождаемости на протяжении последних 3 лет. На это обратил внимание издание «Флагшток». Только за последние 2 года население Будокошелевского района сократилось на 1444 человека. Демографическую ситуацию в регионе ухудшает не только низкая рождаемость и последствия пандемии, но и миграция белорусов. Особенно это заметно в 2023 году. Как оказалось, население сократилось на 2,6%, в то время как естественная убыль составила лишь 0,7%. Сохранение такой динамики будет иметь серьезные последствия для региона, а рано или поздно работать станет попросту некому. У детей Романа Абрамовича нашли литовское гражданство. Паспорта использовались для обхода санкций. Аркадий Абрамович получил паспорт Литвы 10 лет назад. Он был действителен до 5 декабря 2023 года. Фотографию документа сына олигарха нашли в документах кипрской компании Мирет Сервис. Лондонский юрист подтвердил подлинность копии. Об этом сообщает Delphi. Также литовский паспорт нашли и у дочери Абрамовича Анны. Когда она приобрела гражданство, неизвестно. Однако журналисты-расследователи пришли к выводу, что литовские паспорта детей Абрамовича использовались для проведения операций, которые оценивают как попытку обхода международных санкций, наложенных на олигарха. Литовский департамент миграции, в свою очередь, ситуации не комментирует. Но я напомню, что литовские депутаты собираются рассмотреть поправку, которая запретит вновь прибывшим гражданам Беларуси получить временный вид на жительство в Литве. Исключение собираются сделать для тех, кого преследует режим Лукашенко, а также для квалифицированных специалистов. Работников Гомсельмаша свозили в женскую колонию в целях профилактики. Воспитательные мероприятия в лукашенковской Беларуси устраивают не только для детей, но и для взрослых. В этот раз повезло работникам департамента обеспечения производства Гомсельмаша. Им устроили автобусный тур в колонию номер 4. Рабочим показали кино об истории колонии, провели экскурсии по учреждению и швейной фабрике. Кроме того, они встретились с осужденными за взятки и присвоение имущества, чтобы послушать их истории. Все это, как заявляет Гомсельмаш, в целях профилактики. А что думаете вы по поводу такой профилактики, обязательно пишите в комментариях. Свислочскую гимназию имени Костуся Калиновского переименовали в честь подпольщицы Прасковьи Василенко. Это было единственное учебное заведение в стране, которое носило имя Калиновского. Собственно, именно эту гимназию Костусь в свое время и окончил. В ней был организован музей восстания 1863-1864 годов и был установлен бюст национального героя белорусов. Но теперь гимназию переименовали. Судя по всему, руку к этому приложила зе-патриотка Бондарева. Она, по крайней мере, очень рада этому событию. Также страница музея гимназии теперь недоступна. Думается, бюст Калиновского и стенды о восстании из музея тоже теперь могут убрать. Однако, как оказалось, гимназия теперь будет носить имя Прасковьи Василенко. Во время войны она работала в столовой для немцев и передавала информацию советским партизанам. Нацисты Прасковью вскоре схватили и казнили. Ну и напоследок, только за 1 неделю литовские таможенники перехватили контрабандные сигареты из Беларуси на 3 миллиона евро. 1 декабря литовские таможенники перехватили крупную партию белорусских сигарет. Их везли в автоцистерне. Водитель заявил, что цистерна пустая, но автомобиль отправили на сканирование.
Как выяснилось, в цистерне по предварительным подсчетам перевозилось около 900 коробок с белорусскими сигаретами. Их стоимость составляет примерно 2 миллиона евро. А вот немного ранее, 24 ноября, в том же пропускном пункте таможенники обнаружили контрабанду сигарет в цистерне газовоза, выезжавшего из Беларуси, якобы перевозившего 19 тонн сжиженного газа. По предварительным оценкам, газовоз незаконно перевозил около 600 ящиков сигаретами на сумму более 1 миллиона евро. Как итог, за 9 месяцев этого года сотрудники литовской таможни уже задержали белорусских сигарет в общей сложности на 12,5 миллионов евро. При этом за весь прошлый год была обнаружена контрабанда сигарет на 8 миллионов 300 тысяч евро. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Слава Украине! Живи Беларусь!